Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о числе удачи. Поговорим о том, что это за такое счастливое число есть у каждого человека, которое притягивает удачу, везение, благополучие, как его вычислить для того, чтобы правильно привлекать это все в свою жизнь. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация и видео будет полезны. Вы знаете, у каждого человека есть свое счастливое число, которое притягивает удачу и везение в свою жизнь. Именно это число оказывает сильное влияние на нашу жизнь, определяет судьбу и даже может изменить наше будущее. Определив данное число, вы можете использовать энергетику этого числа в своих целях. Для этого нам необходимо с вами провести несложные определенные математические расчеты. Итак, друзья, счастливое число, вы должны понимать, что оно преследует нас на протяжении всей нашей жизни. Оно может входить в состав номера нашего дома, в даты рождения и просто приносить вам удачу в каких-то определенных моментах и ситуациях. Вы можете рассчитать его самостоятельно, используя для этого свою дату рождения. И для проведения дальнейших расчетов вам сейчас потребуется ручка, лист бумаги и калькулятор. Итак, запишите на бумаге дату своего рождения, то есть число, месяц и год рождения. Например, 1 декабря 1983 года. После этого вам необходимо сложить все числа между собой следующим образом. 0 плюс 1, 1 плюс 2, 1 плюс 9 плюс 8 плюс 3. Когда мы все это суммируем, у нас получится цифра 25. Обращаем ваше внимание, что мы должны привести наше число удачи к однозначному числу. То есть, если в нашем примере получилось число 25, то его нужно опять суммировать между собой. То есть 2 плюс 5 получается 7. Получается, что если мы с вами родились 1 декабря 1983 года, значит наше счастливое число будет 7. И далее мы предлагаем вам узнать о значении вашего числа. Благодаря полученной информации вы сможете изменить свою жизнь и стать счастливее и успешнее. Кроме того, друзья, напишите в комментариях под этим видео, какое у вас получилось число удачи. И давайте вместе с вами после этого расшифруем полученное число. Итак, если у вас получилась единица, знаете, это самое сильное число. И единица символизирует успех, а значит человек, который находится под его влиянием, в любой ситуации будет оставаться победителем. Обычно такие люди очень убедительны, поэтому если они желают доказать свою точку зрения, окружающие не смогут усомниться в правильности их мнения. Качества, которые усиливает единица, помогают стать успешнее, а происходит это в сопутствии с удачей. Далее двойка. И таким людям намного проще достигать своей цели не в одиночку, а в партнерстве с другим человеком. Однако это не значит, что удача покинет их, если они захотят что-то сделать самостоятельно. Они способны зарядиться положительной энергией при помощи позитивного общения, поддержки окружающих или просто окинув взглядов счастливого человека. Но следует быть осторожнее, так как неуверенность – это главный враг людей, которые находятся под воздействием двойки. Если у вас получилась тройка, то этих людей можно назвать творцами, так как удача сопутствует им, когда они вдохновляются какой-то идеей и пытаются реализовать ее. Это не значит, что человек с числом удачи 3
должен заниматься исключительно творческой деятельностью, ведь он может проявить себя в любой сфере. Главное, здесь самое главное, это умение вдохновляться, и в остальном можно смело полагаться на помощь фортуны. Четверка. Люди с индивидуальным числом 4 всегда должны придерживаться строгих рамок и быть достаточно ответственными людьми. Иногда следует прислушиваться и к советам более опытных людей, так как благодаря их рекомендациям достичь поставленных целей будет гораздо проще. Таким людям необходимо научиться слушать и моментально впитывать полученную информацию, и тогда везение будет их главным попутчиком в любом деле. Если у вас получилась цифра 5, то знайте, что именно это число позволяет людям обрести удачу только в той сфере, для которой они созданы. Поэтому достичь успеха будет гораздо проще, если человек занимается деятельностью, в которой он разбирается лучше, чем другие. Как только окружающие начнут диктовать свои правила, фортуна может отвернуться, а любая попытка приблизиться к своей цели будет просто безрезультатной. Шестерка. Для людей с числом 6 удача – это способ достижения душевной гармонии. В этом случае человек не стремится достигать грандиозных целей, зачастую даже довольствуется малым. Несмотря на то, что эти люди вряд ли смогут занять высокую должность или изобрести что-то необычное, они получают свои победы в том, что им по-настоящему дорого. Семерка. Семерка – это медлительность, это то качество, которое может даже раздражать окружающих. Но людям, находящимся под влиянием семерки, он помогает привлечь удачу. Им гораздо проще работать в спокойных условиях, когда другие люди не пытаются торопить их и не упрекают за излишнюю флегматичность. Спешка лишает их не только уверенности в своих силах, но и поддержки фортуны. Далее восьмерка. Человеку, которому покровительствует восьмерка, всегда сопутствует финансовая удача. Совершая какие-либо действия, лучше всего рассчитывать только на свои силы. Однако, не стоит опасаться серьезных неприятностей. Восьмерка – это символ бесконечности, который обеспечивает стабильность, а значит, жизнь таких людей протекает очень спокойно. Ну и девятка. Люди с числом 9, они удачливы, как правило, во всем. Им ничего не нужно делать для того, чтобы добиться своих целей, так как судьба уже заранее решила все за них. Единственное, что может отпугнуть удачу, так это их эмоциональность. Поэтому следует всегда сдерживать свои порывы и относиться к поступкам окружающих именно с терпимостью.